Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я буду мариновать помидоры черри на зиму. Эти помидорчики очень любят в моей семье. Помидоры у меня со своей грядки, поэтому они разного размера. Взвесить их я забыла. Мариновать буду в 2 банках объемом 1 литр, сколько войдет. Банки я предварительно помыла содой и простерилизовала. Помидоры, хрен, горький перец, чеснок и лавровые листы я тоже помыла. На дно банок кладу хрен. Я нарезала на части 1 небольшой листик. Кладу сухие зонтики укропа по вкусу. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Кладу в каждую банку по 1/4 части горького перца. Перец не очень горький, поэтому помидоры получатся в меру острыми. Кладу по 2 лавровых листа в каждую банку и распределяю все по дну банок. Кладу 2 зубчика чеснока. Чеснок у меня крупный, поэтому я каждый зубчик разделила на 2 части. Черного перца горошком я взяла примерно 1/3 чайной ложки и по нескольку горошин кладу в каждую банку. И в каждую банку кладу по 2 горошины душистого перца. Сын принес с огорода и помыл 4 маленьких зонтика свежего укропа. Так как эти помидорчики в основном будет есть он, добавлю укроп в банки. Добавляю по 1/4 чайной ложки зерен горчицы в каждую банку. Зерна горчицы не только придадут вкус помидорам, но и не позволят образоваться плесневым грибам. Теперь укладываю помидоры. Стараюсь уложить их плотно, но не трамбовать. Помидоры лучше брать твердые, не переспевшие. У меня часть помидоров черри уже переспели. Пока их мыла и обрывала хвостики, все были целые и красивые. А теперь некоторые помидорчики лопаются прямо у меня в руках. Набрались воды. Заливаю помидоры кипятком. Накрываю банки крышками и даю им постоять 15-20 минут. Чтобы помидоры не лопались, можно в каждую баночку положить по 2 дубовых листа. Но у меня их нет. И меня лопнувшие помидоры не смущают. На их вкусе это никак не отражается. Зато у меня есть вот такие пластиковые крышки с дырочками. Я их предварительно помыла и прокипятила примерно 1 минуту. Накрываю крышками банки и сливаю воду. Воду выливаю назад в сотейник. Снова довожу ее до кипения. Заливаю помидоры повторно водой. В общем, всю процедуру повторяю. Ставлю крышки стерилизоваться на 2-3 минуты. Крышки у меня для автоклава. Они длительно выдерживают температуру 120 градусов. Воду, которую я слила из банок, выливаю. Она больше не нужна. Готовлю маринад. В сотейнике 1 литр воды. Довожу ее до кипения. Добавляю 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Перемешиваю и кипячу маринад примерно 2 минуты. Выключаю плиту, жду, когда процесс кипения прекратится, и добавляю 2 столовые ложки 9% уксуса. Я знаю, что уксус рекомендуют добавлять в конце в каждую банку, но я готовлю по старинке. По этому рецепту мариновал помидоры еще мой папа. Всем нравилось и никто не отравился. Банки с помидорами мой папа стерилизовал в кастрюле с водой, а я это буду делать в духовке. Поэтому банки я поставила в деко. Заливаю помидоры маринадом, чтобы они были им полностью покрыты. И накрываю банки крышками, которые уже простерилизовались. Крышки не закручиваю, а просто кладу сверху на банки. Отправляю эту конструкцию в холодную духовку. Устанавливаю температуру 120 градусов
Режим вверх-вниз. Наливаю в деко-кипяток. Таймер устанавливаю на 40 минут. Стерилизовать банки с помидорами нужно 15 минут с момента закипания маринада в банке. Поэтому наблюдайте за банками. По опыту скажу, что для стерилизации в духовке пол-литровым банкам с заготовками понадобится примерно 30 минут и примерно 35-40 минут литровым банкам. При этом способе стерилизации консервация хорошо хранится, крышки на банках не вздуваются, а влажности от пара на кухне гораздо меньше. Стерилизованные банки сразу из духовки не доставайте, чтобы они не лопнули. Выключите духовку, приоткройте дверцу, чтобы выровнять температуру, и дайте банкам постоять в духовке примерно 5 минут. Затем достаньте банки из духовки и закройте крышками. Я банки не переворачиваю. То, что банки хорошо закрыты, будет видно по крышке, которая должна слегка втянуться вовнутрь банки. Банки с помидорами я ничем не накрываю, даю им полностью остыть при комнатной температуре. Помидорчики я мариновала утром, а вечером показываю их вам. Банки уже остыли. Вот такие вкусные маринованные помидорчики черри у меня получились. Список продуктов, которые я использовала для приготовления этих помидоров, вы сейчас видите на экране. В моей семье очень любят эти помидоры. Для сына я мариную помидоры черри с горьким перцем, а для остальных мариную помидоры по этому же рецепту, но без перца. Хранить помидоры можно как при комнатной температуре, так и в прохладном месте, например, в холодильнике. Я храню всю свою консервацию в погребе. В интернете много рецептов маринованных помидоров черри. На оригинальность я не претендую. Но если вы замаринуете помидоры по этому рецепту, то их вкус вам, так же как и моим близким, понравится. Эти помидоры черри любит есть даже моя собака. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!